Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Вика. Я сейчас нахожусь в городе Мельбурн, Австралия. На самом деле мне не верится, что я здесь, так как я не была в Мельбурне где-то 2,5 года. Я уже кое-где побывала, погуляла по Мельбурну, увидела мои любимые места, сходила позавтракать в мои любимые кафе. Как для осени здесь потрясающая погода. Мы с вами находимся сейчас в Treasury Gardens. Это один из самых красивых зеленых парков Мельбурна, который находится прямо возле центра города. На самом деле я раньше здесь жила 7,5 лет. Кстати, если вам интересно, ставьте лайк и подписывайтесь, и я обязательно сниму видео, в котором все расскажу о моей жизни на другом конце света, здесь, в Австралии. Я сменила немного локацию, так как этот парк находится очень близко к центру города. Здесь очень много людей кушают ланч, и здесь еще очень много уток. На самом деле я безумно счастлива быть здесь. Мне очень интересно, как здесь все изменилось. Ну а пока я здесь на каникулах. Пошли гулять по Мельбурну со мной. Отличная погода. Сегодня я гуляла весь день, 29 тепла, в общем, сказка. За мной находится Eureka Tower, главная высотка Мельбурна, и считается пока одним из самых высоких зданий южного полушария. Я там жила несколько лет назад на 49-м этаже. Конечно же, вид был потрясающий на ночное небо, но все люди казались как муравьи. Вообще здесь, по-моему, 91 этаж, и на верхних этажах находится смотровая площадка, но сейчас там рядом строят новую высотку. Говорят, что будет еще выше, чем это. Посмотрим, как что. Здесь находится Acme Center and Federation Square. Это главное за этими зданиями, это главная площадь Мельбурна. Очень известная, вот такой вот необычный дизайн. Недалеко от Flinders Lane. Здесь Lane-Ways с граффити. Очень рекомендую, очень классно.
Вы, наверное, все слышали о австралийских завтраках и бранчах и мельбурнском кофе. Они стали известны на весь мир. Кстати, даже в Лондоне есть много кафе, которые позиционируют себя именно как австралийский завтрак, либо австралийский бранч, который подается весь день. Возможно, вы слышали о том, что австралийский завтрак — это авокадо на тосте, но на самом деле в этом есть доля правды и неправды. Конечно же, авокадо на тосте можно заказать и найти в любом кафе, но на самом деле австралийские и мельбурнские завтраки отличаются именно тем, что они очень вкусные, необычные и напоминают собой более блюда в ресторане, чем в каком-то кафе для завтраков. И, конечно же, мельбурнский кофе заслуживает отдельного внимания, всегда прожарен идеально и всегда очень вкусная подача. В Мельбурне очень много кафе, всегда есть куда пойти, блюда всегда сезонные, обновляются каждые 3 месяца, и каждое кафе преподносит что-то новенькое, очень красивые блюда. Завтра я планирую поехать в один из моих любимых районов, в котором я раньше жила. Он называется South Yarra. Соскучилась по этому району и беру, конечно же, вас завтра тоже с собой. Кроме того, я планирую пойти в один известный магазин круассанов. Разные иностранные издания, такие как New York Times, сказали, что в Мельбурне производится самый вкусный круассан в мире, который даже может посоперничать с французскими круассанами. Сегодня идет дождь, очень большой ливень, очень похолодало здесь, но и это не удивительно, ведь Мельбурн известен тем, что здесь за один день может случиться 4 сезона погоды. Это и дождь, и солнце, и ветер, и лето, и зима. Бывает такое, что температура воздуха меняется от 10 до 20 градусов за день. Конечно же, сказывается на настроении, но сегодня не повод грустить, потому что мы сейчас едем в одно из самых известных и популярных кафе Мельбурна. Называется оно The Hardware Society, находится в центре города. Что самое интересное, раньше это кафе находилось на другой локации, и у них там было очень мало места, и чтобы
сесть за столик, нужно было ждать в очереди от 30 минут до часа. И кафе было настолько популярным, что, конечно же, все ждали своей очереди. Но сейчас кафе это переехало на другую локацию. Говорят, что у них там больше места и вроде как ожидания намного меньше. Сейчас узнаем. Поехали.